Уставший Илья после тяжелого рабочего дня вернулся домой. Он мечтал лишь о душе, тишине и ужине, но, едва подъехав к дому, удивленно замер. Перед его глазами предстала картина, больше напоминающая сцену из фильма «О конце света». На дворе, прямо возле клумбы, его дети с восторженными криками прыгали в огромной грязной луже. Илья заметил, что во дворе стоит машина его жены, Ольги, а все двери в ней настежь открыты. Посмотрев на крыльцо, он понял, что и входная дверь в дом распахнута настежь. С тревогой в сердце Илья бросился внутрь. В гостиной царил полный хаос. По полу валялись игрушки, носки, бумажки, порванные книжки и какие-то липкие следы, явно оставленные детскими руками. Подушки софы были сброшены на пол, а на стене красовалась размазанная надпись, сделанная, кажется, фломастером. Илья побледнел. Он поспешил на кухню, и там увидел еще более безумную картину. На полу осколки посуды, пятна от супа и рассыпанные гранулы собачьего корма, по которым радостно бегал их мопс по кличке Бублик. На столе стояла открытая банка варенья, а ложка, похоже, давно упала в ведро для мусора. Илья ощутил, как внутри нарастает тревога. Что, черт возьми, случилось? Пронеслось у него в голове. Он поспешил к лестнице, ведущей на второй этаж. Подъем оказался как путь через поле сражения. Ступени были в следах краски, а на перилах висели чьи-то футболки. На втором этаже бардак не прекращался. Из ванной доносился звук бегущей воды. Дверь из спальни была закрыта. Сердце сжалось. Он рывком открыл дверь и застыл. На ковре валялись вещи, кисточки, обрезки бумаги и пустые баночки от гуаши. А посреди всего этого безумия, на кровати, спокойно лежала Ольга в своей любимой домашней пижаме. Она с полным спокойствием читала книгу, будто ничего странного не происходило вокруг. Когда Илья вошел, она оторвалась от чтения, улыбнулась и тихо спросила: «Привет, как дела на работе?» Илья стоял ошарашенный, не зная, что сказать. Наконец он выдавил: «Что вообще произошло дома?» Ольга посмотрела на него с легкой улыбкой и, сделав паузу, ответила: «Помнишь, ты часто говорил, чем я целыми днями ничего не делаю, пока ты на работе?» Илья, все еще пораженный увиденным, кивнул. «Ну да, так вот», — сказала она, хитро прищурившись. «Сегодня я не делала ничего. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.